Приветствую вас на канале Wow Nails Design, и в этом видео поделюсь и покажу мастер-класс вот такого вот нестандартного сочетания для дизайна зимнего маникюра. Необычно яркий, сочетает в себе морозность зимы и тепла свитерной вязки. И между съемками для вас кайфовых видео, мастер-классов, клиентками и семейными заботами мне удается все же еще параллельно пополнить свою копилку знаний. Кому интересно, я прошла онлайн-курс Анихализис, что для меня очень ценно, преподает подолог с медицинским образованием. Ссылка на первый бесплатный урок в описании под видео. Итак, приступим. Все ссылочки на названия материалов найдете в описании под этим видео. Градиент делаю кистью гребешок разметающими движениями из стороны в стороны. Использую гель-лаки йогуртовый мятный, йогуртовый белый и неоново-розовый. Градиент делаю в 2 слоя. Это у нас первый слой в качестве подложки, и нет необходимости делать его идеальным. Просушиваю первый слой 60 секунд и таким же образом наношу гель-лаки в такой же пропорции. Во втором слое делаю такие же движения, разметающие кистью гребешок, но с той лишь разницей, чтобы довести до идеала градиент, прохожусь еще вот такими вот штрихами, стягивающими друг на друга гель-лаки, добиваясь идеально ровного плавного перехода. При градиенте йогуртовых гель-лаков стараемся равномерно распределить эти песчинки. Просушиваем 60 секунд и перекрываю ноготок базой для гель-лака. Сушу ее только 5 секунд. Проверяю, что слайдер ездит и уже размок. И методом сдвига переношу слайдер на недосушенную базу. Все названия материалов и ссылки найдете в описании под видео. Я безумно люблю 3D слайдеры, они достаточно объемные, но вот эта вот пленочка очень тонкая и нежная. Аккуратненько приглаживаю силиконовой кисточкой и рекомендую именно объемные слайдеры все же крепить на базу, так они лучше всего носятся. Досушила базу и слайдер 10 секунд в лампе и перекрываю матовым топом. Я влюблена в объемные 3D слайдеры именно под матовым топом. Чтобы слайдер не потерял свою фактурность и объем, излишки топа с центра ноготка снимаю кистью и ставлю просушиваться на 60 секунд. Ноготок готов. Следующий вариант градиента. Использовать буду те же гель-лаки, что и в предыдущем варианте, но этот градиент у нас будет с таким как бы выбеленным центром. Этот вариант градиента нет необходимости делать 2 слоя. Я делаю в 1 слой, сначала разметающими движениями, и если где-то есть необходимость, то также стягивающими. В принципе, у меня буквально он в идеале получился. Просушила 60 секунд и наношу йогуртово-белый. Он все же имеет чуть такую легкую прозрачность. Нанесла на центр и кистью для градиента гребешок немножечко растягиваю. Получается, у предыдущего слоя градиент имеется некоторый липкий слой, и по нему очень легко растушевывается вот этой кистью гребешок. Получается такое плавное выбеленное как бы окошко в центре ноготка. Вот такое сочетание, такой градиент мне понравился больше всего. Вроде и яркий, и вместе с тем нежный. Просушиваю 60 секунд. Обезжириваю ноготок, обязательно снимаю липкий слой, потому что дальше буду приклеивать наклейки. Использовать буду вот такие вот стикеры, наклейки. Название и ссылки найдете в описании под этим видео. Пинцетом аккуратно подцепила наклеечку и переношу ее на ноготок. Стараемся, выверяем положение сразу, иначе они очень хорошо приклеиваются, и она просто будет испорчена, так как аккуратно ее снять уже не будет возможности. Аккуратно приглаживаю силиконовой кистью, но по периметру также прохожусь ноготком, так лучше всего приклеивается и нигде ничего не торчит. Перекрываю глянцевым топом. Для слайдеров либо для втирок я использую каучуковый глянцевый топ. Немножко выравнивающим слоем и просушиваю 1 минуту. Следующий вариант градиента. Вот такой вот йогуртовый сиреневый, йогуртовый мятный, белый йогуртовый и неоново-розовый. Разметающими движениями сначала перемешиваю. Делать буду градиент также в 2 слоя. Первый слой в качестве подложки. Просушиваю первый слой 60 секунд. И таким же образом делаю второй слой. Повторюсь с той же лишь разницей, что сначала разметающими движениями перемешиваю цвета.
из стороны в сторону, а затем такими как бы стягивающими друг на друга, получая уже идеальный плавный градиент, переход цвета. Делая градиент йогуртовыми гель-лаками, обращаем внимание, чтобы эти песчинки не скопились по центру. Стараемся их растушевать равномерно. Я просушила ноготок 60 секунд и перекрываю матовым топом с крупными золотыми блестками. И наконец-то добрались до вязаных ноготков. В качестве подложки ноготок перекрыт мятным йогуртовым гель-лаком и матовым топом. Я здесь использовала топ с липким слоем, поэтому обезжириваю хорошенько ноготок. И для удобства нам необходимо прорисовать обычным простым карандашом прям по матовому топу. Конечно, не очень хорошо карандаш здесь будет рисовать. На некоторых топах карандаш рисует гораздо лучше. Нарисую нос где-то 3 мм на 4 и шапку и борду. Примерные такие очертания, чтобы нам за этот контур не заходить. В моем арсенале и рядом в магазинах, к сожалению, не нашлось такого нежно-телесного геля-пластилина, поэтому я смешала белый гель-пластилин 4D гель он же и такой розово-бежевый. На матовый топ гель-пластилины очень плохо крепится, клеится, поэтому промазываю базы на эскиз по центру, просушиваю базу только 5 секунд, скатываю такой вот овал, это будет наш нос, он чуть больше спичечной головки, его нужно сделать меньше гораздо, чем мы прорисовали, потому что дальше мы его прижмем, и он немножечко как бы распластается, станет пошире, чем изначально мы прилепили. Далее апельсиновой палочкой приминаю. Получается, когда своим пальчиком я прижимаю аккуратно, без сильного какого-то нажатия, я разглаживаю. А апельсиновой палочкой именно придаю форму, поджимаю, где необходимо. Промежуточно просушиваю 5 секунд. Далее набираю белый гель-пластилин апельсиновой палочкой. Такое достаточно большое количество. Чтобы пластилин хорошо лепился, его необходимо как бы разогреть, размять. То есть помять немножечко на ладошке или в пальчиках. Я скатала такой овал и прилепила его, приплющила в зону, где будет борода этого гнома. И апельсиновой палочкой приминаю по форме, распределяю. Слой пластилина где-то 1-1,5 мм, по периметру и у края слой потоньше, лучше, чтобы сходил на нет. Излишки пластилина также обязательно снимаю этой же апельсиновой палочкой. И таким образом утрамбовываю, придавливаю, выравниваю толщину всего этого слоя. Получается, в самом центре бороды гнома чуть побольше слой, повыше, а к периметру, к краям сходит на нет. Беру дальше вот такую вот иголку потолще, швейную иголку самую обычную, и ею буду придавать фактурность бороде. Вот такими вот движениями как бы прорезаю этой иголочкой. Аккуратно, главное не прорезать до самого дна этот слой пластилина, иначе будет некрасиво, будет просвечиваться, во-первых, и голубой фон, и уже не будет так нежно и натуральненько смотреться. Где необходимо более мельчайшие можно детали как бы прорезать, добавить. Промежуточно подсушиваю также 5 секунд. Беру ярко-розовый гель-пластилин, скатываю такую вот колбаску. Это будет отворот шапки. Кладу над носом и апельсиновой палочкой приминаю по форме, где необходимо пальчиком разглаживаю, приглаживаю аккуратненько. И теперь острым кончиком этой апельсиновой палочки делаю вот такие вот дырочки хаотично. Чем они более такие рваные, до самого дна лучше не доставать, но достаточно такие глубокие. Тем самым получается вот этот вот пушистый отворот. Далее беру иголочку, гель-пластилин я не сушила еще. И сначала прохожусь по кончику, по периметру, по краю вот этого пушистого отворота. Получается вот такой вот мех. И обязательно над носиком сделаю тоже такие вот волосинки. Иголочка тоненькая, и получается такие очень тонкие мелкие детали. И гляньте, какой красивый пушистый отворот получился. Промежуточно фиксирую в лампе несколько секунд.
И чтобы получить бледно-сиреневый гель-пластилин, так как его не нашлось в моем арсенале в магазине нигде рядом, я смешиваю белый гель-пластилин в большей степени и чуть-чуть совсем такого темно-фиолетового. Хорошенько разминаю в ладошке. Нет необходимости прям до идеала его перемешивать. И также набираю шарик, буду делать вот эти вот шнурочки, колбаски, косички, еще и с таким вот ярко-розовым, почти неоново-розовый. В качестве коврика я решила использовать, мне очень понравилась вот такая вот доска для лепки из обычного магазина канцтоваров. Делю вот эту толстую колбаску на 2-3 части, на такие вот кусочки. И из каждого кусочка буду затем раскатывать шнурки. Чтобы гель-пластилин не прилипал к поверхности, где буду раскатывать колбаски, я буду использовать вот такую вот салфетку смоченную, обычной, простой водой. Смочила пальчики об эту салфетку и смочила саму поверхность. И теперь раскатываю колбаски 2-3 пальчиками аккуратно. Колбаски должны получиться очень тоненькие, где-то миллиметр в диаметре, то есть такие шнурочки. Не знаю, конечно, либо у меня очень мало опыта вот в этой лепке, в раскатывании этих шнурков, либо что-то я делаю не так, но раскатывание и вообще делание этих шнурочков, скажу, очень такое не для слабонервных, во-первых, и достаточно небыстрое занятие. То есть на ноготок с таким дизайном уйдет где-то полчаса. Чтобы колбаски эти не прилипали к поверхности, периодически, как кончается вода на поверхности, обязательно смачиваю доску и пальчики водой с этой как раз салфетки, что я показывала. Перекручиваю, запоминаю, в каком направлении, кстати, перекручиваю вот эти колбаски между собой. Получается вот такой вот шнурочек двухцветный. Тут тоже надо приловчиться, чтобы он был равномерный, одинаковый по всей длине, этот шнурочек. Первые разы у меня получалось просто что-то непонятное, разные толщины, длины, фактуры. В общем, тут тоже необходимо приловчиться. Я выкладываю этот шнурочек в одно направление и сразу же в другую, и апельсиновой палочкой отрезаю лишнее. Мне с моими длинными ногтями, конечно, еще и в перчатках не очень удобно. Они очень мелкие, эти шнурки очень тоненькие, и уцепиться, плюс они прилипают постоянно ко всему. Очень сложно за них было уцепиться и положить их именно в том направлении, в котором необходимо. Я также приклеиваю остатки этого шнурка также в одну сторону, в другую. В принципе, нужно постараться, чтобы шнурочек получился достаточно длинный, либо несколько коротких, и быстренько их вот так вот уложить. Вот это самый быстрый вариант в том, что хаотично. Где делают косички, это еще нужно будет подобрать тогда и узор, и цвет вот этих переплетений. То есть техника и вообще этот дизайн явно не для предновогоднего сумасшествия и вот этого вот пилева. Либо клиентки должны предупредить заранее, что хотят такой дизайн, и выделить гораздо побольше времени. Я убрала все излишки, чтобы не заходили на отворот эти шнурки обязательно, чтобы все было чистенько, ровненько, все поправила. И острым кончиком апельсиновой палочки придам искусственную такую фактурность. На пересечении вот этих колбасок, шнурков я как бы сделала такие прорези. У кутикулы уберу лишнее обязательно. И приглажу, примну, чтобы ничего не торчало, как бы сошел на нет вот этот пластилин. Промежуточно подсушу 5 секунд, чтобы ничего не сместилось. И пока я подготовила кусочки, уже как бы остатки этих шнурков, доставлю вот в этом месте. Здесь у меня изгиб шапки, поэтому рисунок, орнамент не должен идти ровно. Я доставила кусочки и просушиваю в лампе 60 секунд. Таким же образом раскатываю колбаски ярко-розовую и бледно-сиреневую диаметром где-то 1 мм и перекручиваю их между собой. В качестве подложки ноготок перекрыт мятным йогуртовым гель-лаком и матовым топом. Промазываю по центру базой, просушиваю базу только 5 секунд и на нее уже укладываю вот этот вот шнурок. Если необходимо, он раскручивается, пока я его переношу, тяну, докручиваю, как мне нужно, чтобы были одинаковые вот эти вот рифления. Ненужное лишнее отрезаю аккуратно апельсиновой палочкой. Пальцем прижимаю обязательно у кутикулы и на свободном крае, чтобы не было большого слоя и лишнего материала. Предыдущий шнурок я крутила, получается, по часовой стрелке. И этот шнурок буду перекручивать
против часовой стрелки. То есть, чтобы мне не ошибиться, я смотрю на этот шнурок предыдущий и кручу в обратную сторону. И получившийся шнурок укладываю рядом с предыдущим. Совмещаю сиреневый с розовым, и получается вот такая вот коса. Обязательно нужно соединить совместить цвета. Совсем слегка пальцем прижимаю немножко, выравниваю косу, излишки. Где необходимо, я обязательно докручиваю, излишки апельсиновой палочкой отрезаю, снимаю. Чтобы этот элемент, эта коса не сместилась, промежуточно просушиваю 5 секунд и таким же образом выкладываю шнурки уже по бокам от этой косы. Обращаю внимание, этот шнурок уже закручен в другую сторону от соседнего, в противоположную. Это у меня остался кончик от вот этого шнурочка, и я его, получается, перекручиваю в другую сторону. То есть я его перевернула и закрутила уже в обратную сторону. Укладываю рядом с косой, примерно совмещаю орнаменты и цвета. Повторюсь, напомню, что гель-пластилин, вообще любая вот эта лепка очень плохо переносится на матовый топ. Невозможно ее хорошо приклеить. Поэтому в качестве клея я использую базу, предварительно это место промазываю базой для гель-лака и чуть просушиваю 5 секунд, то есть не досушиваю базу. И уже на недосушенную эту базу хорошо, прям как на клей, приклеиваются и выкладываются любые элементы вот такой вот вязки и вообще из гель-пластилина. Если где-то от нажатия сильно мы придавили, потерялась фактурность, то иголочкой можно как бы прорезать, прорисовать вот эти орнаменты, элементы. Крупные косы по центру готовы, промежуточные их закреплю в лампе, скатываю опять также тонкую колбаску миллиметр. Мне чуть не хватает вот здесь вот базы, кончилась она уже. Я прокрашу кистью базы от гель-лака, просушила ее 5 секунд и затем укладываю вот эти вот шнурочки колбаски тонкие. Пальчиком слегка совсем прижала, выровняла, чтобы это все плотно легло. И излишки апельсиновой палочкой отрезаю, убираю. Теперь беру иголочку и прорезаю наискосок под углом где-то 45 градусов через каждый миллиметр-полтора. Делаю такие вот прорези. Своего рода получится тоже такой мелкий шнурочек или косичка. И дорабатываю, чтобы не было вот таких каких-то изъянов. Апельсиновой палочкой это все приминаю, где необходимо также приминаю, приглаживаю пальчиком. Дизайн обязательно окончательно досушиваю 1 минуту. И подборочка нестандартного сочетания для зимнего маникюра готова. Да, я прекрасно понимаю, что это не свойственные зиме цвета, мятный и неоново-розовый, но это от меня вот такая вот цветотерапия зимы 2020. Если это видео вам понравилось или было полезным, не забывайте ставить лайки, а также подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные идеи. И до новых встреч!